Сегодня я хочу показать вам растения, которые не часто увидишь в наших садах. И не потому, что они редкие или сложные в выращивании, а просто потому, что как-то мы не уделили им внимания и не поселили в наших садах. Но эти растения невероятно ценят флористы по всему миру. Это те самые необычные, стильные, современные виды, которые вы видели в европейских букетах. Воздушных, ажурных, минималистичных. Многие цветы, которые мы привыкли видеть в магазинах, выращивают не в промышленных теплицах, а в обычных частных садах, таких как ваши. Это не астры и цинии, которыми вряд ли кого-то можно удивить, хотя сейчас появилось огромное количество новых интересных сортов. Сегодня покажу необычные, стильные современные цветы и зелень, которые активно используют флористы в Европе и Америке, в модных природных воздушных букетах. И самое приятное, все они выращиваются из семян, и вы легко сможете повторить это у себя в саду. И если вы выращиваете цветы на срезку, для себя, для души или даже как бизнес, эти растения откроют для вас совершенно новый уровень творчества. Если вам хочется попробовать что-то новое, необычное и стильное, берите блокнот. Сегодня будет много красоты. Это первая часть серии, и если вам понравится, я обязательно продолжу эту тему. А сейчас 10 необычных растений, которые стоит обязательно попробовать для срезки. Гибискус голубой. Нежные, воздушные, пушистые зонтики небесно-голубого цвета. Создает эффект облачка в букете, очень популярен в европейских свадебных композициях. Это однолетнее растение, вырастить его несложно. Сеять на рассаду в феврале-марте, всходит не торопясь, дней через 10-15. До срезки 14-16 недель. Зацветает в конце июня, начале июля и цветет до поздних заморозков. Совет. Любит прохладу. При жаре соцветия мельчают. Поэтому для посадки выбирайте полутень. И, кстати, гибискус есть также белого и розового цвета. Так что можно выбирать. Лебеда садовая. Ну кто бы мог подумать, что это растение используется флористами. Листва бывает разных оттенков, от оливкового до насыщенно-бордового. Используется как стильная зелень в модных букетах. Смотрится как дорогая флористическая зелень, хотя вырастить легче простого. И главное, растет почти сама. Это однолетник. Высевают прямым посевом в грунт в апреле-мае. Всходит быстро, 7-10 дней. До срезки 60-70 дней. Зацветает в середине июля и цветет до середины сентября. Совет. Чем беднее почва, тем ярче листья. Это прямо находка для букетов в натуральном стиле. Видов асклепии несколько. Сегодня я расскажу о асклепии тубероза или ваточник клубненосный, как наиболее интересной, по моему мнению. Если вам хочется яркого акцента в букете, асклепия – это сокровище. Удивительные, яркие, восковые, соцветия звездочки, оранжевые, желтые, коралловые. Флористами используются очень часто. Этот многолетник выращивается семенами. Лучше сеять осенью. По своему опыту могу сказать, что он прекрасно размножается и самосевом под зиму. Также можно его выращивать и делением корневищ весной и осенью, или через рассаду в феврале-марте. Нужен свет и тепло. Всходит долго, до 3 недель, но потом растет уверенно и долго цветет. До срезки 110-120 дней. Зацветает обычно в июне и июле. И да, бабочки его обожают. Его в народе даже называют трава бабочек. В букетах стоит отлично, цветет долго, сохраняет свежесть и не вянет. Достаточно морозостойкое растение, но в холодные зимы может потребоваться укрытие. Четвертый. Буплерум круглолистный. Также известный как володушка круглолистная.
Зелень, которая делает букет воздушным. Самая модная зелень флористики. Тонкие стебли, круглые листья, нежные и элегантные лимонно-зеленые соцветия. Создает воздух в букете, эффект дорогой работы. Это однолетник. Посев прямо в землю под зиму или ранней весной. Не любит пересадки, сажать сразу в грунт. Он упрямый, всходит медленно, так что не пугайтесь, если 2-3 недели тишина. До срезки в 85-100 дней. Зацветает в период с июня по август в северном полушарии. Если сеять семена в открытый грунт весной, растения зацветут примерно через 12-14 недель после посева, в середине лета. Период цветения – конец весны, начало лета, в июне-июле. В букете стоит долго, не распадается и не вянет. Очень советую тем, кто хочет добавить композиции легкости. 5. Ларкия – изящная или ноготковая. Маленькие орхидейки на тонких стебельках. Ее цветочки похожи на мини-орхидеи, такие изящные, будто сделаны из шелка. Она невероятно красиво смотрится в полевых букетах. Такая милая небрежность, но в хорошем, модном смысле. Длинные тонкие стебли прекрасно держат форму в букете. Это однолетник. Размножают посевом семян в апреле-мае на постоянное место. При температуре почвы плюс 15-18 градусов Цельсия всходы появляются на 8-14 день. Либо на рассаду в марте. Она любит прохладу, так что весной растет быстро, до срезки 75-90 дней. Цветение раннее и продолжительное, с 3 декады июня до конца сентября. 6. Морковь декоративная, дара. Это дикая морковь, которая стала звездой флористики. Вот что удивительно, самый роскошный вариант зелени оказался морковью, но не простой, декоративной. И зонтики у нее потрясающие. Винные, розовые, почти шоколадные, сиреневые, кремовые. Это растение must have у всех современных флористов. Смотришь на букет и видишь, как он стал глубже, текстурнее. Это растение обязательно в каждом современном букете. Смотрится дорого, создает многослойность. Это однолетник. Сеять лучше сразу в землю. Пересадку она не любит, как и вся морковь. Прямой посев в апреле или под зиму. Всходы через 14-21 день. До срезки 85-100 дней. Зацветает летом, примерно с июня по сентябрь. Точное время цветения зависит от времени посева. При посеве семян в январе-феврале на рассаду цветение начнется с мая, а при прямом посеве в апреле-мае цветение начнется позже, летом и осенью. 7. Лимониум суворова или статица. Персидский факел. Яркие розовые свечки, похожие на мини-дельфиниум. Используется и как свежая зелень, и как сухоцвет, очень стойкий. Сохраняет цвет даже без покраски. Это однолетник. Высевают в марте-апреле на рассаду. Всходы через 7-14 дней. До срезки 90-110 дней. Цветет с июля до первых заморозков, а если выращивать из рассады, то цветение начинается уже в июне. 8. Малюцелла или ирландские колокольчики, которые все хотят потрогать. Это тот случай, когда на ярмарках люди подходят и говорят: «А можно посмотреть, что это за зеленые штучки?» Глянцевые зеленые колокольчики расположены вдоль стебля. Выглядит фантастически. Это один из самых востребованных акцентов в европейских букетах. Высокие стебли пахнут свежестью. В букете акцент, который делает композицию модной и дорогой. Это однолетник. Высевают в марте на рассаду. Всходы где-то до 30 дней. Их нужно стратифицировать в холодильнике. До срезки 90-120 дней. Зацветает в середине лета и продолжает цвести до осени. Цветение начинается примерно с конца июня. Совет. Не любит жару. 9.
циноглоссум приятный, или его еще называют чернокорень приятный, или китайская незабудка. Честно, это один из самых милых нежняшек, которые я когда-либо видела в букетах. Миниатюрные цветочки, как незабудки, только цвета могут быть удивительные, небесно-голубые или пыльно-розовые. Используется как воздушный наполнитель. Это однолетник. Посев на рассаду в марте, а иногда в землю под зиму. Всходы через 14-21 день, цветет долго и в букете держится прекрасно. До срезки 85-100 дней, цветет с середины июля до первых заморозков. 10. Монарда лимонная. Если хотите добавить в букет форму, аромат и что-то необычное, то точно берите монарду. Ее цветы многослойные, взъерошенные, как цветочные короны, и пахнет она лимоном. Просто восторг. Добавляет в букеты текстуру и необычную форму. Однолетник. Прямой посев в апреле. Всходы через 10-20 дней. До срезки 70-90 дней. Зацветает в июле-августе и цветет в среднем около 30-50 дней. И бонусом еще одно замечательное растение. И это гибискус декоративный. Шикарные темные листья. Это растение используется в букетах как стильная дорогая зелень. Листья крупные, бордовые, почти чернильные, как у японских кленов. Создают шикарный контраст в букетах. Сочетание со светлыми розами или белыми георгинами просто сказка. Это однолетник. Сеет лучше на рассаду. Растет быстро, любит солнце. Высевают в марте. Всходы на 7-14 день. До срезки 70-90 дней. Для этого сорта более ценным считается декоративная листва, поэтому его часто рассматривают как декоративно-лиственное растение. Ну вот, друзья, на сегодня наш небольшой обзор закончен. Если вам понравилось, обязательно напишите в комментариях, я продолжу эту тему. Напишите, что вам понравилось из этих растений. Я думаю, это всем будет интересно. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк, если вам понравилось это видео. Жду ваших комментариев. До новых встреч!